Всем привет, дорогие мои девочки и мальчики. Я вернулась, с утра съездила быстренько по делам. Ну, каким делам? Я съездила на свой назначенный, у меня было сегодня назначено сделать УЗИ внутренних органов, который я ждала почти месяц. И что вы думаете? Прихожу я туда, взяла с собой еще и воду. Вдруг думала, мало выпила, но нет, мне не понадобилось ни это и не то, что я выпила. Потому что приезжаем мы туда, я уже с утра оплатила все онлайн, приезжаем мы туда, и что вы думаете? Э, У них не работает система. Система у них не работает, и все отменено. Снова меня переписали на 18 апреля. Я такая злая, я потеряла день работы. Это, соответственно, я потеряла деньги. Никому дела до этого нет, но вот как хотите, что хотите, то и делайте. Просто у меня слов нет, вот чтобы как-то, я говорю, вы знаете, я потеряла день рабочий сегодня, потеряла деньги. Что мы вам, почему не предупреждаете заранее, почему не присылаете имейл, как мы вам присылаем и все. Вот, ну, вообще, им до этого дела нет. Туда я проехала, это не в нашем городе, туда я ехала минут 40, обратно минут 40. Правда, мы обратно заехали к Милане, Массимо, чтоб с Викусей поздоровался тоже. Ну, короче, вот такая вот здесь медицина, видите, девочки? Это просто вот так все пыхтят, и Массимо сидит и говорит, вот, это Италия, вот, это Италия, это Италия. Мне что от этого, что это Италия? Я в курсе, что это Италия. Короче, заехали мы, не заехали, а зашли, там супермаркет был рядом, и мы просто заехали, зашли, и я себе там набрала этих безглютеновых вкусняшек. Думаю, забегу, раз забежала, давай возьму что-нибудь, потому что в каждом магазине бывает какой-то новый продукт, что-то другое, что более-менее мне нравится. В общем, это я уже открыла, у Миланы сделала завтрак, я же была без завтрака. Время 12 час дня, Массимо на работу, он еле убежал, сейчас прибежал, быстренько переоделся и помчался на работу. Взяла вот такие, как бы, тонкие-тонкие они, видите, вот такие тонкие, внутри как кукурузные, не могу быстро вспомнить, типа рисовых вот кругленькие, что есть, вот такие только тонкие и вокруг в шоколаде, видите, вот такое. Это без глютена, вот такая пачечка, цены, девочки, правда, я не помню, ну, в общем, вот такое, что-то около 2 евро вот это, по-моему. Потом, давайте все вывалим. Вот. Потом взяла вот такие печенюшки. Это как оросайва, они тоже без глютена. То есть, наверное, или с рисовой мукой, или смешанная какая-то. Вот такие вот оросайва. Ну, я их по изображению просто знаю. Ну и везде, конечно, написано senza glutine, о gluten free, как-то так. Ну, это вот я карамельки с ликурицы взяла. Потом взяла карамельки с медом, как барбариски, только внутри у них действительно есть, наверное, около чайной ложечки меда. Они такие вкусные, вот просто, когда у тебя болит горло или что, вот открываешь и внутри просто мед натуральный. Ну, скажу натуральный, да. 3 такие пачечки взяла тоже себе. Что я еще безглютеновое взяла? Взяла вот такую вот. Так, взяла вот такие еще печеньки себе. Тоже безглютеновые. 2 авокадо себе взяла. Поем или салатик сделаю. Мне еще завтра идти к зубному, девочки. Представляете, у меня вот такой коренной зуб опять. С этой стороны мне ж удалили тот раз, да? А с этой стороны такой же коренной, тоже жевательный. С него вылетела у меня пломба. Вот такущая пломба, девочки, вылетела. Вот таких 2 авокадо взяла себе. Ну, Массимо их не ест, поэтому я говорю себе. Милане предложила, она сказала, не хочу, поэтому все мне, любимой.
Вот, это глютеновый, это не глютеновый. Ну, Массимо взял себе, конечно же, м, шоколад, который он очень любит. И самое главное, что я себе взяла, сейчас я ее буду готовить, девочки. Сейчас буду вместе с вами дегустировать. Пицца, безглютеновая пицца. Наконец-то я поем безглютеновую пиццу. Сейчас я ее сверху облагорожу, как мне нравится, и запеку ее. Так что будем есть сегодня пиццу на обед. Милане заехали, поигрался немножко Массимо с Викусей. Ну и я уезжала же попозже, может, не поеду, после обеда, а может, не поеду вообще, потому что Викуся уже мало поспала с утра, с обеда будет спать. Ну, в общем, посмотрю. А сейчас я буду делать пиццу, девочки. Возьму вазочку. Вот. О, партизан за мной крутит. Возьму вазочку и высыплю все сюда конфетки. Вот так. Полезные и неполезные. Ну что делать? Будем наслаждаться. Вот так. Пока так хватит, наверное. А то ж съем все. Ох, что со мной творится с этими конфетами. Вроде и худею, но эти конфеты меня тормозят, конечно, потому что на мне вечером нападает жор. Даже эти с медом я просто вот так заедаю. Ну ладно, эти спрячем пока. Сейчас я их уберу. Вот сюда. Так у нас здесь пустенько стало. Без печенья, без ничего. Ну что делать? Массимо покупает свои любимые штучки. Я покупаю теперь свои безглютеновые штучки, девочки. Так что положу его кремчик сюда. Пусть тоже наслаждается, раз ему нравится такое. Да, девочки? Так, это тоже сюда. Вот так вот у нас работает медицина. И теперь аж 18 апреля у меня снова... Я уже оплатила, все, теперь просто жду снова 18 числа, и оно снова попадает на пятницу, и мне снова надо отпрашиваться с работы. Ну что это вот такое? Безобразие просто. Ну что, девочки, мою руки. Возьму с холодильника то, что мне надо, а я вот смотрю на этого партизана, докуда он меня провожает. Ой, он меня провожает прям до холодильника, девочки. Так, соус возьму, сыр возьму свой и пармиджан тоже возьму. Ну, хватит так. Партизанит за мной, как партизанит. Молодец, молодец. Вот так. Включу печку. Ой, это мне не надо. Включу печку. Вот это возьму. Так, это мне не надо. И сейчас посмотрим, что здесь. Ой, какая вкуснота. Боже мой. Маргарита. Если мне понравится, я буду так покупать себе готовые пиццы и буду их просто разогревать. Ну, здесь всегда мало всего чего-то, да, положено. Украшена. Вот, смотрите, какая она. Видите? Сейчас я добавлю соуса, добавлю сыра, и будет ням-ням. Вкусно будет. Так, девочки, нашла. Так долго искала свою сковородку, потому что давно ничего не пекла. Вот. Сейчас я ее сюда уложу. Эту пиццу дорогую. Посмотрю. Ну, она уже как полуфабрикат, но вся беленькая внизу, конечно. Поэтому ее надо будет совсем чуть-чуть. Так. И сегодня у меня будет такой обед.
У меня уже был соус открытый в холодильнике. Так, сейчас я его немножко взболтну. Наклоняется вместе со мной. Моя камера наклоняется вместе со мной. Ой, ой, наша Викуся как любит пиццу, вы себе не представляете, девочки. Массиму периодически, когда приносит пиццу с работы, он говорит, отнесешь завтра, Викусь? Я говорю, конечно, отнесу. Сильно не буду заливать, потому что не хочу, чтобы это все убежало в воздух и запачкало мне печку. Поэтому смягчу вот так немножко, придам сочности и все. А им вот, видимо, тоже жалко вот столько много налить, да, сока. Не сока, а соуса. Ну, пойдет. Пойдет. Теперь у меня здесь сыр. Надо его израсходовать. Вот такой сырочек у меня уже натертый тоже. Я его сейчас, опс, ну ничего. Вот так обильненько тоже посыплю. У меня есть и моцарелла мороженая, но неохота мне ее размораживать. По краям вот так сделаю. Видите, как раз, и пицца будет готова. Ох, немножко остается, ну ладно. Посыпаю сверху сыром пармиджаном, он тоже тертый уже вот такой. Тут комочки большие вылетают. Хочу сделать себе хлебушек маленький, безглютеновый тоже. Сейчас, если не поленюсь, девочки, то сделаю. Ну и маслом. Где мое масло? Вон. Партизанит за мной, да? Вот так подолью по бокам и по кругу. Это оливковое масло у меня. Оно так мало вытекает, что не думайте, если я его так долго держу, то оно у меня тут рекой льется. Нет, очень мелко. Ну, с одной стороны, конечно, это хорошо, много не налью. А с другой стороны, иногда так хочется быстро, но не получается. Все отправлю сейчас в духовку до полного запекания. Наверное, минутки несколько. Вот так. Печка уже горячая, 180 градусов. И все. Так, вытираем стол, это убираем. Кстати, надо мне сейчас вот это проварить, чтобы уже не прокисло. Сейчас я вот сюда. А когда мне надо быстро масло, я вот пробку снимаю и вот так. Оп, и готово. Никакой тоже разницы нету. Быстро, медленно, ну, нормально. Сразу заливаю этот соус сюда. Прополосну баночку водой, естественно. Вот и все. И пусть покипит минут 10. О, все. Пустые баночки сюда. Так, отсюда мне надо сухой чеснок. Это тоже. Надо вечно его выковыривать, этот чеснок, потому что он там почему-то подсыхает. Ой, много кинула, но ничего. Ладно. Вот, девочки, вот такие у нас дела. Это что? Это прицимало. Петрушка, не надо. Надо орегано. Орегано надо. Все. Пусть это поварится минут 10. И будет у нас уже соус готов. Масло есть. Ох, ложку выкинула.
В воду закинула. Ну, там нету еще этого мыла. Все, соли. Немножко соли. И все, и соус готов. Сейчас 10 минут покипит. Даже, может, 5. Просто, чтобы он дал первые пузырьки. До первых пузырьков, как говорится. Все. Вот теперь все. Ой, это большая. А маленькая, вот. Все. Ну, а мы, наверное, все-таки сделаем хлебушек, да? Потом я пиццу поем. Ой, как будет вкусно. Ну, я соскучилась по ней, да, девочки. Я все-таки по этой пицце соскучилась, потому что она вкусная. Да и по моему хлебу я очень соскучилась. Он тоже очень вкусный. Но сейчас мы сделаем хлебушки специально для вас и для меня. Ну, я уже тут быстренько все приготовила для хлебушка своего безглютенового. Я тот раз пекла, но просто не снимала, девочки. Для безглютенового хлеба я просто взяла то, что у меня было в холодильнике. У меня сейчас есть вот такой йогурт греческий. Да, вот просто я беру здесь, наверное, 100 грамм, 150 грамм и добавлю еще молока туда. 3, 100, да, вот, ну, 160. Давайте сделаю побольше, ничего страшного. Вот, 200. Да, может, я и не буду добавлять молока тогда, да? Так, 200. Хорошо. 200 грамм. Угу. Потом я сюда добавила овсяные хлопья. Просто вот так взяла горсть, 2 горсти. Не взвешиваю. У меня получилось 100 грамм пусть будет. Давайте уже развешиваем. И еще 100 грамм я промолола. Давайте еще. Если будет сильно густо, добавим молоко. Все ж можно исправить, девочки. Так, 100 грамм того, 200 грамм того. И сейчас еще 100 грамм я просто промолю. И у меня будет хлебушек из овсяных хлопьев. Раньше я покупала отруби, но я их сейчас не могу найти. Знаете, здесь многие продукты просто куда-то пропали. Непонятно почему и куда. Это уже мне не надо. Теперь я это, пока у меня пицца моя печется, кстати. Угу. Хорошо. Ой, какая. Ой. Да, уже можно ее убрать. Я ее сейчас закрою, выключу и оставлю. Все. Так, 100 грамм этого я быстро промолю, девочки. Бывает. Бывает от быстроты. Где крышка? Вот. Крышка. О. Это вот мой муж так делает. Ходит везде и вытыкает эти розетки. Опять. Угу. Не сильно прям в муку, потому что у меня овсяная мука тоже есть. А вот так, смотрите, девочки. Ну, повернись, давай, дорогой. Вот. Видите? Так, чтобы там был такой, все в разные стороны. Это убираем, это сюда. Вот это все перемешиваем. Знаете, что я сейчас еще сюда добавлю, девочки мои дорогие? Вот этот сыр, который у меня надо закончить.
Фантазируйте на ходу. Ничего не испортится, будет только вкуснее. Все. Так, теперь, теперь, так, сыр положила, соль, 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 чеснок. Нужно чеснок. У меня тоже сухой. Сейчас, давайте лучше через дырочку, а то опять сейчас много высыпется. Вот. Сыр положила, чеснок положила. В тот раз я положила куркуму. Для цвета, девочки, можно добавить и куркуму. Она у меня заканчивалась, я вывалила туда, в общем, все, что было. Ну, а сейчас можно как бы меньше. Смотрите, что я буду делать. Так вот сделаю. Чуть-чуть. Чтобы прям не совсем так. Хотя можно было и без ложки. И все, и перемешиваем. Чеснок, сыр добавила. Можно и пармиджан добавить. Хуже не будет. Вот какие хорошие, видите? Ну, это суховато получается, потому что я еще сюда добавлю сейчас псилиум, девочки. Поэтому нужно немножко влаги. Для этого я возьму сейчас вот молоко. Слегка его подогрею. Где мои стаканчики? На глаз, видите, девочки, я на глаз. Так, это кипит. Чуть-чуть подогрею, помешаю заодно свой соус, который печется, варится здесь. Он еще не закипел даже, потому что он на минимуме. Ну, ничего. Все. Где моя ложка? Вот так. Вытаскиваю свою пиццу. Вот как мне сейчас будет вкусно. Как мне сейчас будет вкусно, девочки. Пусть она здесь постоит. Как раз это должно набухнуть. Я же туда сейчас положу псилиум. Молоко. Голова кружится уже у меня. Так. Девочки, купила шелуху подорожника. Я давно слышу про этот псилиум, но так как я далеко была от этих всех ингредиентов, которые безглютеновые, я знаю, что он очень полезный, туда-сюда. А тут Жанна как раз из Ирландии, Жанна, у нее канал, кто ее знает, девочки, все уже знают. Она как раз пекла безглютеновый хлеб, и вот на этой шелухе подорожника. Ну, тогда я уже точно купила, еще поговорила с ней, что прекрасно получается. И да, я спекла хлебушек. Вот так один вечер пришла домой, была очень голодная. Я вам даже вставлю кусочек из этого видео. Я его просто сняла, Милане отправила. Он такой вот сыпучий. Ну, порошок. Не порошок, а мелко дробленная шелуха. И вот этой шелухи я вот, смотрите, 2 ложечки столовые добавлю вот в это молоко, которое я подогрела. Просто вот так и размешаю. Размешаю. Хотя можно сразу туда, оно просто сразу набухает. Видите, что происходит? Оно сразу набухает. Такая красота делается с этой шелухой. Просто вот эти ингредиенты, обычно хлеб на них бывает жесткий. А тут эта шелуха, она делает его пышный, мягкий. Вы себе просто не представляете, девочки. Ну вот это у меня еще немножко суховато. Давайте я добавлю еще все-таки молока. Вот так. И размешаю. Видно вам? Видно. Решила сегодня поснимать на эту камеру. Я ее почти не использую никогда, вот потому что, мне кажется, она слишком много вертит.
Мне кажется, у вас будет голова кругом ходить, если она будет вот так за мной следить. Видите, раз, два, шаг вправо, шаг влево, фото. Поэтому я решила сегодня, думаю, ну дай-ка я хоть один раз, ну это уже не один раз, но хотя бы пущу ее немножко в использование, девочки. И вот таким образом быстро, за 20 минут вы можете получить шикарный. Видите, оно какое липкое-липкое. Вот оно пусть сейчас вот так постоит немножко. В комочек мы его вот так собрали. Все, пусть оно вот так себе постоит. Я его вроде размешала по всему, этот псилиум. Вмешала, я имею в виду, да? Вот. И пусть оно вот так вот сейчас у меня постоит. Посмотрите, девочки, моя пицца готова. Она небольшая, но для одного человека просто идеальная. Сейчас я ее порежу и буду наслаждаться. Ай, какая вкуснота. Как тянется сыр. Смотрите, все прекрасно пропеклось. Девочки, кто за столом, всем приятного аппетита. Не знаю только, где жевать. Пицца безумно вкусная, но это целая пицца. Мне, конечно же, очень много. Поэтому я, наверное, съем половинку и все. А другую половинку оставлю на потом. Вот так, девочки. Хлеб у нас безглютеновый тоже продают. Вот смотрите, где он у меня здесь. Вот, ой. Вот такой, смотрите. На гречневой муке. Домашний хлеб на гречневой муке, на закваске. Но вот эти 5 кусочков стоят 4,5 евро. Посмотрите, какой он в пузырях. Весь такой прям, ну, настоящий-настоящий. Он, конечно, очень вкусный. Но пусть он пока полежит, он может полежать. А я вот заодно и вам покажу, девочки, тоже, как я делаю эти булочки. Можно из этого теста запечь просто целый хлебушек. Можно из этого теста запечь отдельно вот так вот порционные булочки. Ну, меня устраивают порционные булочки, потому что я могу ее съесть на ужин, я могу ее съесть. В конце концов, можно заморозить, если вот кому-то прям некогда и выбегает, и прибегает поздно домой, то спокойно можно и заморозить. Пока я жду теста, девочки, сделаю в этой же форме. Вот так отмерю от центра и вырежу кружок. Окей. Все. Вот такая ромашка у меня получилась. И сейчас я сюда сформирую свои хлебушки. И я сейчас мокрыми руками сделаю шарики. Вот так аккуратненько. Кругляшки такие. И уложу их вот на эту красивую ромашку.
Форму выбирайте сами, как вам нравится, так и выберите поменьше, побольше. Ну, мне нравится порционно делать из-за того, чтобы лучше пропеклось внутри все-таки, да? Вот так вот. Как у меня их тут получится. Смачиваем руки, чтобы сильно не прилипало. Угу. Так. 3, 4. Итак, прекрасно. Все. Печку разогрела уже до 180 градусов. Положу еще сейчас сверху, посыплю немножко кунжутиком. На, и пусть тебе тоже будет классический беспорядок. Вот так еще чуть-чуть сверху кунжутных семечек. Стоит переставить один раз, все потеряла. Больше не найду ни за что. И отправляю запекаться, девочки, свои хлебушки. Вот такая красота. Увидимся через 20 минут. Девочки мои дорогие, посмотрите на эту красоту. Мои булочки готовы. Вот так они запеклись и выглядят просто волшебно. Они еще очень горячие. Посмотрите. Посмотрите на эту прелесть. Ну разве это не прелесть? Они до того мягкие, но они очень горячие. Посмотрите. Очень мягенькие, как облачки. Вот так они испеклись. И поверьте мне, они безумно вкусные. Вот такая красота у меня бывает теперь на столе. Так порезал пополам, положил, что хотел. Один день варенье, другой день маслица. И будет просто вкуснота. Огромное спасибо вам всем, что бываете со мной, дорогие мои девочки. Вам желаю всего самого наилучшего и прекрасного. Улыбайтесь, и все у вас будет хорошо.